Добрый день! С вами я, Удовин Наташа. Сегодня я хочу показать вам, как сделать вот такие дизайнерские часы с легким летним настроением. Такие часы я делала в подарок, но когда их выложили в Инстаграм, меня попросили сделать мастер-класс по их изготовлению. И я с удовольствием сделала вторые уже в процессе съемок. В этих часах я очень старалась передать легкую летнюю атмосферу. Отсюда и выбор цвета – нежные пастельные кремовые оттенки. Я предварительно загрунтовала часы белым акриловым грунтом, чтобы не останавливаться на этой части. После грунтовки беру кисть-щетину и краску цвета умбра жженая. Краску глубоко вбиваю в щетину и ни в коем случае не разбавляю. Я буду работать в технике сухая кисть и слегка пачкать края изделия. Наношу легкими движениями, едва скользя кистью по поверхности. Сперва наношу штрихи в одном направлении, а затем вторым слоем наношу их крест-накрест. После того, как краска высохнет, беру кусочек самой обыкновенной свечи и натираю им запачканные краешки. Этот этап нужен для того, чтобы после нанесения следующего слоя краски его легко можно было содрать наждачной бумагой в тех местах, где был нанесен парафин. Это позволит обнажить предыдущий цвет, делать эффектные шабешечные потертости. Затем примеряю на круглую заготовку трафарет с венком из разных цветов и бабочек. Трафарет очень несимметричный, и я долго кручу его, пытаясь найти гармоничное расположение, чтобы никакая часть узора не перевешивала. Прикрепляю трафарет к часам заранее подготовленным кусочками бумажного скотча. Беру тонкую рельефную пасту или шпатлевку и с помощью мастихина наношу ее через трафарет. Распределив пасту по всей поверхности, аккуратно снимаю трафарет. Сушу пасту часа полтора-два естественным путем, без использования фена. Это важно, потому что тонкая паста может потрескаться при нагревании горячим воздухом. После высыхания шкурю мелкозернистой наждачной бумагой. Пыль от ошкуривания сметаю с узора синтетической кистью. Берем краску акрил хобби делюкс цвета устричный-бежевый. Покрываю всю поверхность два слоя, чтобы полностью скрыть коричневый цвет. Кстати, нанося краску или лак в несколько слоев, рекомендуется наносить каждый слой крест-накрест. Так материал будет ложиться на поверхность более гладко. После высыхания краски снова вооружаемся наждачной бумагой, слегка проходимся по рельефу и делаем потертости на краях. Мне захотелось немного усложнить фон, сделать его менее однородным, придать эффект тканевой, ситцевой фактуры. Поэтому я сухой кистью с цветом жженой умбры снова прохожусь по краям и еще по центру заготовки. Затем набираю белый цвет и точно так же добавляю фактуры сухой кистью. Торцы сильнее выделяем цветом жженой умбры. Перед окрашиванием рельефа сперва покрываю всю заготовку акриловым лаком, чтобы в случае, если я нанесу не ту краску или не так, ее было легко стереть салфеткой. Теперь приступаем к самой долгой, но зато яркой и интересной части мастер-класса. Будем окрашивать получившийся рельеф в разные цвета. Прикладываем трафарет к рельефному рисунку и снова закрепляем. Сперва я решила задать основной тон веточкам лаванды. Набираю на губку небесный цвет и маленьким кусочком губки затамповываю все цветы. Однако вся фишка этого мастер-класса в сложном многоцветном окрашивании через трафарет. Голубой здесь только база. Далее белым цветом прибиваем самые кончики цветов. Затем набираем на губку цвет английская сирень и легонько прорабатываем этим цветом всю центральную часть цветка. Теперь нам понадобятся ватные палочки. Набираем на кончик немного фиолетово-красного цвета и также прорабатываем центральную часть веточек лаванды. Затем берем ежевичный оттенок и затемняем центральную часть еще сильнее.
Затем берем на ватную палочку цвет абрикосовый мед и выделяем некоторые соцветия лаванды, самые крайние. Чтобы выглядело естественно, окрашиваем только некоторые крайние соцветия. И, наконец, рядом с желтым ставим небольшие пятна жженой умбры. Приступаем к другим цветочкам. Я беру коралловый, смешиваю его с белым, чтобы получить более нежный оттенок, и затамповываю этим цветом отдельные крупные цветочки. Чистым же коралловым цветом добавляю пятнышки на лепестках, чтобы создать неоднородность цвета. Затем снимаю трафарет, чтобы оценить, что у меня получилось на этом этапе. Уже без трафарета дорабатываю эти цветочки. Рисуем сердцевинку желтым цветом, также с помощью ватной палочки. Также ставлю в серединке маленькое коричневое пятнышко. Теперь проработаем с зеленью. Я беру цвета оливковый и лесная зелень и губкой затамповываю все стебли и травинки в трафарете. Периодически я приподнимаю трафарет, чтобы оценить результат. Главное, случайно не сдвинуть его. Работая с травой и листьями, я сперва наношу оливковый, а затем добавляю пятен более темным цветом – лесная зелень. Вот как получается. Теперь очередь маленьких бабочек. Покрываю их всех цветом прованская лаванда. Посерединке делаю пятнышко ежевичного цвета. Большую бабочку делаю так. Серединку окрашиваю цветом прованская лаванда. Затем добавляю немного ежевичного. Потом наношу цвет лимонный бисквит с более теплыми вкраплениями абрикосового меда. Краешки верхних и нижних крыльев выделяю цветом махагон. Приподнимаю трафарет, чтобы посмотреть, как это выглядит. Понимаю, что хочется доработать туловище и усики, сделать их потемнее. Чуть притемняю ежевичные пятна. Добавляю в усики и нижний край больших крыльев цвет лесная зелень. Туловище бабочки делаю махагоном, чтобы поддержать крылья. Вторую большую бабочку делаю немного иначе. Центральную часть окрашиваю в цвет лимонный бисквит. Добавляю пятнышки абрикосового меда. Затем добавляю махагон и лесную зелень. Края крылышек тампую прованской лавандой и ежевичным. И на самые кончики добавляю махагон. Усики тоже делаю ежевичным. Снимаю посмотреть и решаю добавить еще пятнышки махагона на края крыльев. Снимаю трафарет. Да, мне все нравится. Поскольку эти часы будут иметь скорее дизайнерское, нежели практическое применение, я не буду делать на них цифр. Сделаю только 4 точки жемчужинки на цифрах 3, 6, 9 и 12. Кладу линейку через центр и отмечаю цифры 6 и 12. Затем беру лист бумаги и кладу его рядом с линейкой, чтобы соблюсти перпендикуляр, и отмечаю цифры 3 и 9. Затем покрываю всю основу часов лаком. Даю просохнуть и уже потом ставлю на месте цифр большие черные жемчужины. Конечно, можно добавить на часы цифры, но это по желанию. Я решила ограничиться точками. Теперь беру стрелки, которые буду использовать в этих часах. Совсем чуть-чуть прибиваю их тем же цветом, что и жемчужины, чтобы они не были слишком контрастными.
Затем собираю часовой механизм. Сперва надеваю резиновую накладку, вставляю шток в прорезь и закручиваю сам механизм, чтобы он плотно прилегал к основе. Опускаю металлическую шайбу. Затем прикручиваю гайку. Затем надеваю стрелки: часовую, минутную и секундную. Затем снова переворачиваю часы и вставляю батарейку. Люблю этот момент, когда часы становятся действительно живыми часами. Стрелочки начинают свое движение. Получились довольно изящные, немного винтажные часы. Мне очень нравится такая трафаретная техника многоцветного окрашивания. Она позволяет оживить и усложнить рельефный узор. Применять ее можно на любых поверхностях. Главное хорошо зафиксировать трафарет. Очень много идей для декора часов вы можете найти по ссылке слева на экране. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайк и пишите комментарии. И творите с удовольствием.